Добрый день, уважаемые зрители и все, кто еще не боится говорить правду вслух в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Уже очень длительное время я вытаскиваю обычных людей из-под тяжелого катка государственного произвола в Украине, когда власть особенно цинично и нагло лезет туда, куда ей совершенно лезть не следует, прямо в голову, в речь, в мысли и в саму душу человека. Сегодня, 21 июля 2026 года, мы с вами разберем так называемый синдром иностранного акцента. Это редкая неврологическая пакость, настоящая подлость организма, когда после инсульта, тяжелой травмы мозга или другого удара человек продолжает говорить на своем родном языке, но тот внезапно превращается в иностранную пародию. Появляется чужой акцент, выкрученная мелодика, сломанный ритм, какие-то неуместные интонации. Человек слушает себя по записи и не узнает свой собственный голос. Полная психотравма, потеря себя, тяжелая депрессия, ощущение предательства. Даже твой собственный язык тебя предал и стал чужим. Это страшно. Это разрушает личность изнутри. Звучит по-настоящему ужасно, правда? Ну а теперь самое интересное и по-настоящему возмутительное. Представьте, друзья, что государство в национальных, можно сказать, конвейерных масштабах пытается устроить точно такой же синдром для миллионов людей. Только не скальпелем хирурга, а законами, указами, тотальными проверками, штрафами и публичными унижениями. Родной язык людей объявляют неправильным, колониальным, вражеским, отсталым, рабским и начинают насильно лечить от него. Это уже не простая медицина, а карательная. Это сознательная, продуманная попытка нанести массовую психотравму чисто законодательными методами. Идеальный, подлый инструмент для тех, кто давно мечтает сломать идентичность целого народа и переформатировать его под свои идеологические бредни. Главным идеологом и самой яростной, непримиримой проповедницей этого языкового террора в Украине стала Ирина Дмитриевна Фарион. О, эта женщина действительно знала толк в ненависти и умела ее красиво упаковать. Она с пеной у рта, с горящими глазами дьявола доказывала, что русский язык — это язык оккупанта, язык врага, рабский язык — язык колонизатора, от которого нужно срочно и безжалостно избавляться. Русскоязычных она презрительно, с нескрываемым отвращением называла манкуртами, людьми с испорченным сознанием, чуть ли не предателями по умолчанию. Пятой колонной Фарион не просто говорила, она требовала, настаивала, вдохновляла и направляла целую государственную репрессивную машину принуждения.
Законы об образовании, о языке в сфере услуг, о СМИ – все это несло ее отчетливый, ядовитый отпечаток. И каков результат? Миллионы людей вынуждены были каждый день насильно коверкать свою речь, ломать естественные привычки, чтобы соответствовать новым высоким стандартам так называемых патриотов. Это не забота о культуре, друзья мои, это чистейшей воды садизм под патриотическим соусом. Государство буквально смотрело человеку в глаза и говорило: твой родной язык – дерьмо, говори так, как мы этого требуем, или будешь изгоем, маргиналом, врагом народа и нации. Классическое, грубое, наглое, беспардонное вмешательство в самую личную, самую интимную сферу человеческой жизни. Постоянное внутреннее напряжение, страх сказать не то слово, хронический стресс, ощущение искусственности и фальши – вот что получали люди вместо нормальной, спокойной жизни. Отличный, изощренный способ устроить массовую психотравму, не прибегая к прямому физическому насилию. Браво, санитары наций! Браво, защитники языка! Вы превзошли сами себя. А теперь давайте посмотрим, как эта замечательная, гуманная система ломала даже тех, кто сидел на самых высоких стульях и имел реальную власть. Возьмем Николая Азарова, бывшего премьер-министра. Русский язык для него был родным, естественным, комфортным, как вторая кожа. Когда его заставляли выступать на украинском в парламенте и на публике, речь звучала неуклюже, тяжеловесно, с заметным акцентом и ошибками. Азаров сам признавал эти сложности, чего стоят одни кровосиси. И что же в ответ? Вместо элементарного человеческого понимания целая волна насмешек, издевательств и глумления. Смотрите, как он, бедняжка, мучается. Радостно вопили активисты, Фарион и подконтрольные СМИ. Государство требовало жестко: ломай себя или уйди с дороги. Виктор Янукович, еще один очень удачный в кавычках и показательный пример. Русскоязычный политик, которого заставляли кривляться и корчиться на украинском языке. Его выступления регулярно превращались в настоящий цирк с оговорками, напряженными паузами. Вместо того, чтобы дать человеку нормально работать на языке, который ему удобен и естественен, система предпочитала публично его унижать и выставлять на посмешище. Красиво, не правда ли? Очень по-демократически. Виталий Кличко, вообще настоящий шедевр жанра, легендарный боксер, многократный чемпион мира, мэр Киева. Человек открыто признавался: русский – это мой язык, на котором я думаю и чувствую, но нет. Нужно было подтягивать украинский, оправдываться за каждый акцент и терпеть, когда любой ляп мгновенно разлетался мемами по всему интернету и становился поводом для издевательств. Даже чемпиона мира, национального героя, заставили играть в эту унизительную, жалкую игру.
Вот что такое настоящий цинизм. Если так безжалостно издевались над премьерами, президентами и национальными героями, то, друзья, можете себе представить, что творилось с простыми учителями, врачами, инженерами, продавцами и чиновниками низшего звена. Тысячи, десятки тысяч обычных людей ежедневно подвергались этому изощренному психологическому насилию. Постоянное напряжение, страх ошибки, ощущение постоянной фальши и неестественности – идеальная плодородная почва для массовой психотравмы и разрушения идентичности. С юридической точки зрения это выглядит как откровенное преступление против фундаментальных прав человека. Нарушение свободы слова, грубая дискриминация по языковому признаку, прямое вмешательство в частную и семейную жизнь. Но кого это тогда волновало? Главное было одно – украинизировать любой ценой. Даже если цена тысячи сломанных судеб и искалеченная психика миллионов ни в чем не повинных людей. Синдром иностранного акцента наглядно и болезненно показывает, как страшно и разрушительно, когда твой родной язык внезапно перестает быть твоим. А когда целое государство сознательно и системно устраивает такое в национальном масштабе, это уже не политика и не забота о языке. Это настоящий языковой террор и открытая война против собственного народа. Мы обязаны назвать вещи своими именами. Хватит молчать и прятаться. Каждый нормальный человек имеет естественное, неотъемлемое право говорить на своем родном языке, без страха, без унижений и без государственного сапога, придавливающего горло. Пишите, друзья, в комментариях свои истории. Чем жестче и честнее, тем лучше. Ставьте лайк, если у вас тоже бесит этот наглый цинизм и лицемерие. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Будем продолжать разбирать эту ложь, этот произвол и вытаскивать правду на поверхность. С вами был юрист Валерий Табаков. Защищайте свою речь, свою идентичность и свое человеческое достоинство. До скорой встречи и держитесь там, не сдавайтесь.